Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за роллера модного Мило, да. Вот такого вот красавца. Нет у меня пока что желания играть на нем особенно большого, особенно прокачивать там 4 слотик и уровень повыше. В общем, почему так? Ну, персонаж на самом деле сейчас не очень. Ладно, давайте сейчас соберемся для командных боев. Сборочку на 3 слота какую-нибудь модную. Ну, модную, правильно будем собирать сборочку на самом деле, то есть не особо модную. Для Мило здесь особо вариантов больших нету по сборке. Я бы, наверное, хотел бы заменить канистру геля, но она слишком дает много преимуществ, что в командных боях, что в соло боях, и особенно для Фламинго Мило. Поэтому, наверное, все-таки ее оставим пока что. Пока что. И заменим косточку на что-нибудь полезное. Хотел бы сказать, что это зубы вампира, хотел бы сказать, что это бинт или сандали святого, но нет. Ну, сандали святого не полезно. Будем брать дефибриллятор. Будем играть на команду, ну и гранатки, чтобы хоть какой-то, но массовый урон у меня хороший будет. Такая вот сборка, тогда достаточно легкая, стандартная. Канистра геля, конечно, да, не очень стандартно. Можно было взять что-то получше, типа зубов вампира, и быть таким универсалом. Впрочем, когда очень много никсов, и это очень сильно мешает, приходится вот так вот делать. Поэтому выбора у меня нет. Да, именно так, ребят. Ну что же, мы тут, в принципе, неплохо начали лутаться. Опять же, Фламинго Мило, он сейчас... Почему я вот говорю, что он такой себе персонаж? Потому что он такой себе. Были времена, когда он был очень хорош, он был лучшим дальником в игре, да. Потому что у него дальние атаки были как у жирафа, что вы понимали, да? Это про уровень Фламингосика. Дальние атаки как у жирафа. Вот примерно так это жестко было с Фламинго. Блин, как они там друг друга резают? Вот же любители порезать, а? А дайте я дойду хотя бы, ну. Как же... Да блин, да что это за стенка? Кто эту стенку поставил? Вот же бобринская морда, да вот. Просто из этой стенки я не мог столько всего сделать. Вот как можно было эту стенку гадскую поставить, а так? Ладно, лутаемся. Ай, что есть, то есть. Так, ну там противник какого-то наш акул еще нашел. Так, в общем, о чем я говорил, что акул... Ой, что акул... Что Фламингосик уже не такой хорош. Раньше он был, когда его ввели. И очень долго после этого, ну, почти, по сути, до патча 3.0, когда ввели атрибуты, он был как жираф. По радиусам, по дальностям, то есть, ну, представьте себе, да? Просто вы нажимали вот это вот, и у вас появлялся жираф с копьем. Вы нажимали вот это вот, и у вас появлялся жираф с луком. А сейчас это просто обычный дальник. Дальник, ну, конечно, у него есть возможность перемещаться в воде, очень модно, красиво, но она такая себе. Гранатка, да, кто, кстати, тоже вот неплохая, видите, вот радиус. У меня, конечно, не максимальный, но неплохой. Ну, может, не особо неплохой, может, похуже даже, я бы сказал. Но радиус он все-таки есть. Так вот, к чему я? Фламингосик уже не так хорош, как мог бы быть. На самом деле. Так, бахаем сюда красивенько. Не даем сейчас резнуться этим нашим красавчикам. Они там умерли все от одного орла, причем я этого орла еще и продамаживал. Вот как это? Вот как так они так делают? То есть я им еще помогал с продамагом орла, они там втроем против одного были. Ой, ну просто слов нету. Вот как они так играют. Ой, ладно. Какие есть, такие есть. Никс там прыгает, что-то бегает. Это его, конечно, дело. Нам бы надо тоже, наверное, помочь там, залететь. Попробуем сейчас слева обойти, потому что он противники, мне кажется, ушли налево. Хамелеон у нас там умирает. Я попробую ворваться с акулом. Закинем сразу автоатакой урончик, чтобы... Почему они не резали его? И это очень странно у меня союзники. Ну, впрочем, как всегда. Ничего нового. Бросить хамелеона, а чё нет, да? Причем стояли, знаете, что самое прикольное? Вот здесь вот. Вот два моих союзника стали вот так. Вот здесь лежал мертвый хамелеон. Такие, да не, зачем его спасать? Обойдемся. Понимаете, да? Просто игроки в зубу, одним словом. Ну зачем 8 уровень хамелеона? И так уже победили, пусть умирает, да? Ох уж эти игроки. А он как бы, смотрите, на 1200 там старается, бегает. Заметьте, не прячется в бочке, не сидит, да? А старается бегать, что-то делает. Помогает команде. То есть он играет адекватно, но... Игроки другие, а зачем спасать? А зачем? Мы ж не в командной игре, да? Да. Наверное, такая у них логика. Ну что ж, давайте отправимся дальше. Фламингосику надо апать рейтинг тоже. Хотелось бы мне, конечно, выйти на все 302 персонажа на 1200 хотя бы.
Хотя бы, чтобы залутать сундучки и попрокачивать новых персонажей, которые у меня сейчас застопорились там на бобра. Ой, на бобра. На капибару не хватает одного жетона, чтобы качнуть на следующий уровень. Ну да, буст года. Качнуть на следующий уровень. Заметьте, кстати, особо мне не понадобились за эти бои. Или за этот бой, да. Ну, там были в бою бои, вы поняли. В общем, не понадобилось мистрогелия. О чем это говорит? О том, что она бесполезная? Ну, пока что сложно сказать. Ну, как не понадобилось? Один раз понадобилось, то есть я так неплохо раскидал. 4 бачка, ля, какие жесткие. Какие жесткие. На тебе, бачок. Получи, распишись. Нравится урончик? На еще урончик. На, еще получи. Ух. Хороший урончик. Я не знаю, что они не влетают. Я не знаю. У нас змея 14. Ёбаю. А когда она появилась? Я что-то не помню, чтобы у нас была змея 14. Жесть. Ну, что понимали, просто змея 14 это ж первобытный стик на замедление. А это, ну, это буст жесткий. Капец, что они делают? Почему не стоят? Они просто, вот что вы понимали, этот сквад вот здесь вот, они просто стояли. Просто стояли и ничего не делали. Вообще, ну, ноль дел. О, Никс бегает какой-то. Надо похилиться немножко. Так, блин, как можно было промахнуться сейчас? Ну, сейчас упрыгнет и все. А нет, не упрыгнул. А че он не упрыгнул? Че за гений? Ой, еще бачок бегает. Так, там еще противнички. Я вообще аптечки не лутаю, понимаете? Вообще не лутаю. Надо бы хотя бы одну золотать. У нас еще один был фламинго. Офигеть. Я даже не заметил. Ну, мы так жестко ворвались во все сквады. Просто всех разнесли. Я даже останавливаться не очень хотел. Ну, блин, приятно, когда вот такая жесткая команда, которая может нажать кнопки. Даже если здесь не все могут нажать кнопки, но все равно очень приятно, что они есть, как бы. Ой, я извиняюсь, ребятки, меня там названивают, к сожалению. Так, ну что, противничек один сбежал, который был тут с бачком. Я не знаю, правда, куда он сбежал. Нам сейчас просто нужно аптечку залутать, и, в принципе, можно на этом заканчивать победку. Очередную, да. Ну что же, где там последний, который будет прятаться целую вечность? Я что-то думаю, он вверху в кустах. Вот не знаю почему. Давайте на автоатаке сейчас побахаем. Попробуем что-то сделать с этим. Мне кажется, он сейчас просто вылезет. Либо я в него попаду, либо он вылезет. Просто я знаю, что он ушел вместе с баком вот сюда вот вниз. И он был в бочке. Это все, что я знаю об этом противнике. И он был с этими баками. Ну, Никс какой-нибудь или еще кто-то типа того. Так, ну будет сложно найти. Так, ну и где ты? Последний друг бака, а? Ну, как бы всегда прятаться, да. 5 минут. А чё нет? А чё нет, да. Это же командная игра. Тут же надо прятаться. Ой, просто слов нету. Когда ж с них эта гениальность выйдет уже и они станут нормально играть? Наверное, никогда. Ой, я даже не знаю, кто там последний был. Ну, это, в принципе, змея 0 урона. В общем, это не важно. Такие вот пироги. Ладно, ребятки, я сейчас быстренько отвечу на звоночек, и мы через секунду буквально продолжим. Ну и что ж, ребятки, мы продолжаем. Давайте дальше бустить рейтинг на фламингосике. В принципе, это получается достаточно легко пока что. Неадекватные команды попадаются. Но если дальше мне начнут попадаться опять одаренные, то это будет тяжело. Хотя вот видите, вот Никс в одной из команд уже... Ну, у меня тоже кенгуру. Не, ну кенгуру просто случайно отодвинулся, это заметно. А вот Никс, да, тут был очевидно, что немножко одарен чем-то интересным. Ну, мы сейчас его быстренько убьем. Тут делов и залутаем легендарный дроп. Вроде как легендарный бот не собирается от нас убегать пока что. Но это не точно. Так, ну, гранатку залутать, может, залутаем, не? Залутали, мало. Только хотел похвалить, что залутали гранату, а ее не залутали. Давай, до свидания. Вот видите, вот оно, существо. Существо на Никсе, по-другому это не назвать. Блин, по акулу не успел попасть. Лука нету, сейчас проблемно то, что это так. В идеале, чтобы он был, конечно, но... Где же я его найду? У нас, видите, фейк, кстати, с ботинком играет, ничего себе. Любитель ботинка на фейк. А, как же, какая меткость у меня. Иди отсюда. Не беси. Видали как, а? Попадаем. Жестко. Нужно сейчас залутать. Блин, ну вот мозг где? Фей, мозг где твой, а? Любитель ботинка. Без мозгов. Иди отсюда. Ой,
одноклеточная фейк, как всегда. Как же они бесят. Вот просто нет слов, ребятки. Как же они бесят. Одна единственная Джей в команде умеет адекватно играть. Все остальные просто какие-то неадекваты. Да как, ну вы видели, эту дичь, опять эта текстура... Чтобы вы понимали, у меня команда одновременно была. Вот о чем я говорил. Просто одаренные братцы появились. Ай. Ладно, у меня из этой всей команды, наверное, только одна Джейд была адекватной. Понимаете, одна Джейд. Фэй, любитель ботинка. Опять же, да, совпадение не думаю. Взяла и пошла, сдохла. Ворваться там в более сильных уровней, в соло. Почему бы нет? А зачем играть командно, да? Зачем? Лучше ворваться и умереть. Это же так интересно. Ай, ну да. Ну что поделать, ребятки, такая жизнь. Такая зуба. По-другому не скажешь. Один, если адекватно в команде есть, уже как бы нужно радоваться. Причем, заметьте, я в прошлом бою очень много сделал, чтобы для победы, ну и там, легендарный дроп отдал этот Фэй, этой Фэй бесполезной, которая вот таки сдохла. Лучше бы мне легендарный дроп достался. Ну, там, правда, не было лука или гранатки. Но если бы она была, лучше бы она мне досталась. Я бы тогда смог очень хорошо себя реализовать, наверное. Получше, чем с тем, что у меня там было серебряным. О, пинг... Сервера начинают лагать. Классно! А чё бы нет? Зуба, ну не души, дай я видосик запишу, а? Ну, дай мне еще победку и все. И дальше можешь хоть вылетать сколько угодно. Но вроде нормально, да? Перестало. Там волк, кстати, бегает, опасно. Волк это опасный противник нынче. Раньше он было ни о чем, а сейчас он опасный. Так, Никса добили, отлично. Закидываем гранатки. Надо сейчас аккуратнее сверху быть, там, вот видите, сильные ребята бегают. Так, ну, кстати, вот удобно на фламинго, когда вы целитесь, вы можете нажать сразу активный навык. Никс залутал золотую гранатку. И этим самым, ну, тем, что вы нажимаете активный навык, вы можете позволить... Или там они что-то делают. А, нормально у нас все. Тут змеюка осталась одна. Не дадим резнуть. Ну, кстати, вот да, фламинго в этом плане очень хорош, в плане того, что он не дает... Да блин, тут здесь стенки ставит. То, что он не дает возможности резать как бы союзников. То есть, что вы можете откинуть канистр геля их подальше, противника, я имею в виду, да? И никто не сможет резнуть. Удобная штучка. Да как ты... Ой, вот как они уворачиваются? Просто слов нет. Любители воротов. Так, ну пока что все хорошо, я так понимаю, мы уже доразвалили оставшихся ребят. Ну и как бы вот. Изи победка. Даже особо не подрались в этом бою. Обидная. Нравится больше, когда хороший замесик. Но что поделать, что поделать. Такая вот зуба. То дичь у тебя в команде, то дичь у других в команде. Ну, вы понимаете. А чтобы нормальные команды с нормальными командами, ну, это надо высокий рейтинг. А до высокого рейтинга столько времени душиться, что мне просто сил не хватит. Я слишком в этом плане не вывезу. Ну, это можно, конечно, одного персонажа, так, знаете, добустить, типа Никса. Я могу там, наверное, даже налегке забустить на там 1300-1400, потому что там феромоны, они позволяют вам тащить любой бой, по сути. Налегке. А, блин, не хватило дистанции. Так, ну, теперь гоняться будем за последними двумя игроками, которые... Королек Скипи и Никс. Очень легко, конечно, за ними гоняться, особенно на фламинго. У меня же ролики, я же самый быстрый, да? Ай. Да. Вот она зуба. Во всей красе. Просто гоняться остаток боя. Минут 5 за последними одним или двумя противниками. Это же так интересно. А им прятаться, наверное, очень интересно. Одного, кстати, догнали уже кого-то, наверное, Никса, судя по всему. Остался кролик Скипи, он, скорее всего, ушел наверх, вот тут вот в кустике засел. Судя по тому, что я понял. Потому что снизу его не было, значит, он ушел наверх. Либо в бочке где-то спрятался, которую я не проверил. Одно из двух. Ничего особенного, в принципе. Ну что, где ты, друг? Где ты? Где ты? Непонятно, где он был. Ну вот, ради этого мы бегали минуты 3 по карте. Классно. Вот я так думаю, ребятки. Это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Вот такой у нас прекрасный роллер Мило. Прекрасная, кстати, акция идет на прокачку Льва Дюка, да. Целый один Лев Дюк. Класс, класс. Особенно, когда на него нет жетонов. Очень классная акция. Такие дела. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.